Добрый день, друзья! Сегодня отвечу на несколько ваших вопросов, но сначала хочу рассказать о новшествах YouTube. Если вы смотрите мое видео, под видео в описании буквально первый ответ. YouTube дал возможность сделать тайм-коды. То есть первый мой ответ, он всегда закреплен. И там расписано поминутно, о чем я говорю. На этой минуте, на этой минуте. Ну, то есть, если это ответ на вопрос, что в этом вопросе и с какой там секунды его смотреть. Можно нажать на это синенькое время, и вы как раз будете смотреть видео с той минуты, которая вам нужна, и именно тот ответ, который вас заинтересовал. Ну, чтобы не пересматривать все видео. Это очень удобно. Я стараюсь, ну, по крайней мере, в ответах на вопросах поставить везде такие тайм-коды. Пока не на всех вопросниках это есть, но мы сделаем это на всех вопросах в копилку. Если вы не увидели мой ответ на ваш вопрос, я или уже об этом рассказывала, ну или просто бывает такое, что YouTube берет вопрос на проверку, и я его очень долго не вижу. И спасибо тем моим подписчикам и постоянным зрителям, которые помогают мне отвечать на вопросы и даже дают ссылки. Спасибо вам огромное, вы очень облегчаете мне работу. А самое главное, что вы действительно правильно даете ответы. Очень хорошо, что вы под видео делитесь своим опытом. Я думаю, не только мне интересно это читать, но и многим зрителям и подписчикам. Давайте отвечать на вопросы. Давайте, вернее, я буду отвечать на вопросы. Надежда Жукова. Елена, вы пробовали растить орхидеи в пеностекле? Может быть, вам уже задавали этот вопрос, но я не нашла. Мне интересно ваше мнение о пеностекле. Мне оно не зашло, то есть моим орхидеям. Такое впечатление, что пеностекло сушит корни орхидей. Я пеностеклом раньше пользовалась для посадки фаленопсисов, но чисто пеностекло я никогда не сажала. Я его использовала вместе с керамзитом. Теперь я от этого ушла. Новые посадки я делаю только в чистый керамзит, не добавляя пеностекла. Чем оно мне не понравилось? Пеностекло – это вот такой пористый материал. Он набирает в себя влагу и значительно больше керамзита. Но действительно, Надежда, вы правильно заметили, оно может и забирать влагу у корней. Керамзит этого не делает, а вот пеностекло умеет, потому что сильно пористое. Мне не понравилось тем, что разная влагоемкость у керамзита и пеностекла именно для фаленопсисов. И еще не нравится то, что в прозрачных горшках оно очень зеленеет. На нем очень активно растут водоросли. Промыть и прокипятить потом не получается. Но пеностекло я очень успешно использую в посадках. Во-первых, в темных горшках, непрозрачных. Во-вторых, для влагоемкости грунта почти во всех бульбовых орхидеях. Да не почти, во всех бульбовых орхидеях. Здесь у меня смешанный грунт, здесь у меня пеностекло, кора, керамзит и циафлора. Не зеленеет, потому что горшок непрозрачный, и держит хорошо влагу. Более влагоемкий грунт. Но поливаю я здесь чаще, чем фаленопсисы. Здесь не нужно просушивать корни у орхидей, поэтому влажный, более влажный грунт здесь оправдано. Здесь мне нравится. Ну вот и анцидиум, он как-то цветет интересно. Вот эта часть зацвела первой, а теперь набирают цветочки вот эта вторая часть. Но все равно цветет и с очень приятным ароматом. Просто в пеностекло я посадок не делала и делать не буду. Екатерина Угрюмова. Орхидея отсушила лист. Нужно ли всегда убирать остатки этого листа от стволика? Конечно, нужно. Во-первых, когда сильно засыхает этот остаток листочка, он мешает
пробиваться новым корням. Он становится очень сухой, и молодые корешки, ну, не всегда могут пробить вот этот, он такой какой-то одеревеневший становится. А еще под такими сухими кусочками листа очень любят прятаться вредители. Поэтому по возможности, но иногда бывают глубокие посадки, действительно сложно убрать, но как-то надрезайте. Я даже как-то показывала, что если листик этот засох, нужно его сначала смочить кисточкой, ваткой, как вам это удобно сделать, потом убрать, разрезать и маленькими кусочками его удалить. Но корни-то должны расти как-то. Снимайте эти остатки, обязательно. Людмила Маркова. Нужно ли обрезать молоденькие веточки у мультифлор, если эти веточки не засыхают и остаются зелеными? Вы знаете, мультифлоры бывают разные. Вот у меня стоит сейчас 2 мультифлорки. Вот эту мультифлору я вам показывала первый раз 7 месяцев назад. Видите, даже не пересаженная еще. Ох, сейчас. Не пересаженная еще в старом покупном горшке. Здесь лежит камешек. Посмотрите, как любит корешок обнимать камни. И он так сильно прирос, что даже не знаю, как потом буду с ним бороться, чтобы его отделить. Ну, наверное, намочу водой. Так вот, то, что касается мультифлор. Во-первых, они, наверное, самые лучшие цветуньи. Всегда много веточек, всегда много цветов. И я еще не обрезала эти веточки. Когда заканчивается цветение, очень часто от мультифлоры можно дождаться продолжения. Вот ветка, а вот продолжение цветения. Она опять наращивает бутончики и опять хочет зацвести. А цветет уже 7 месяцев. Вот этот цветок в руке у меня остался, а здесь тоже бутончик, и здесь бутончик. Вот если мультифлора сразу продолжает цвести, ну, то есть продолжает наращивать бутоны, я оставляю. Но вот здесь еще есть вот такая веточка. Она не хочет цвести дальше. Пока оставлю, когда она вся доцветет, все распустятся бутончики, и дальше она не захочет продолжать цветение, то я чаще всего, особенно в зиму, убираю все старые цветоносы. А вот после зимнего цветения летние цветоносы я обрезаю до первой живой почки. Вот здесь это будет вот эта первая живая почка. Или вот это. И в летний период оставляю такие цветоносы. Вдруг будет очень теплая погода, и орхидея сможет дать детку. А в зиму обрезаю, чтобы орхидея дала новые цветоносы. Но у мультифлор бывает револьверное цветение. И вот яркий представитель револьверного цветения – это Red Neo. У него было 2 цветоноса. Он летом отцвел, все время стоял здесь позади меня, его было видно. И вот Red Neo, Леодора, они имеют револьверное цветение. То есть прошел какой-то период, цветоносы не обрезанные, и вообще у револьверного цветения не нужно обрезать цветоносы. Очень часто пробуждаются почки, и они начинают опять цвести. Ну, как узнать револьверное цветение? Ну, не обрезайте цветоносы, вы это просто увидите. И помимо этого, помимо того, что он продолжает на вот этих цветоносах, ну, по крайней мере, вот на этом тоже что-то пробуждается, но пока очень медленно. Он начал выпускать новый цветонос. Ну, как я всегда говорю, орхидеи все разные. Наблюдайте за своими орхидеями, и вы поймете, нужно обрезать цветоносы, не нужно обрезать цветоносы, что вы хотите,
получить от этих цветоносов. То ли вы хотите получить деток, то ли продолжение цветения. Если цветонос не засыхает и вообще ничего не делает, лучше, конечно, его обрезать. Но что такое ничего не делает? Может пройти полгода, пока он решит, например, растить детку. Или из этой пробудившейся почки опять выпустить веточку и опять зацвести. Здесь вы принимаете решение. Простоял цветонос полгода, год, ничего не происходит, обрезайте. А если будет новая детка или новое цветение, то это тоже очень хорошо. Вика Сайту, но если неправильно назвала, не обижайтесь. Елена, а если на акарицидном системном препарате написано, что он действует 21 день, при борьбе с клещами все равно надо через 5-7 дней опрыскивать? Или все-таки через 21 день? Вы знаете, при борьбе с клещами в теплую погоду или в теплом помещении из яиц за неделю, проходя все стадии развития, вылупляются и доходят до взрослого состояния эти клещи. И вот когда этот клещ кусает эту орхидею, только после этого он погибает. Но системные препараты, чаще всего не борются с яйцами. А когда появилась там нимфа или личинка, которая уже может грызть растения, вот тогда они только борются. Но пока пройдет 21 день, у вас вылупятся 3 поколения. И новые, вот эти 7-дневные, уже опять отложат эти яйца. И они будут у вас в геометрической прогрессии размножаться. Для этого мы и проводим несколько обработок через 7 дней. Для того, чтобы не было этой геометрической прогрессии. Иначе вы будете бороться с ними все время. Системники, конечно, хорошие, очень хорошие, но они для взрослых клещей. Вот взрослый, если что-то не погиб или ему попало там небольшое количество этого препарата, он еще раз укусил, и вот тогда он погиб окончательно. А вот с личинками и яйцами и нимфами бороться очень сложно. Поэтому, да, делаем обработки через 5-7 дней. Вот для этого мы так часто и делаем эти обработки. И если вы пропустили, например, не через 7 дней, а через 10 дней обработали, то у вас опять вывелось новое поколение. И вполне возможно, что уже резистентное к этому препарату. То есть вы уже этим препаратом и не победите этих клещей. Но все равно нужно сделать 3-4 обработки и смотреть, новое что-то применять или у вас их не стало совсем. Но системники все-таки более лучшие препараты, чем фитоверм, который только борется контактно. Только если попали на клеща, значит убили. Не попали, значит он остался. Ольга Дементьева. Я всех деток, которые ранее были, загубила. Летом отделила очередную детку. Теперь понимаю, что слишком рано. Наверное, корней было маловато. Но пока она жива, боюсь даже дышать на нее. Растит потихоньку корешки, а вот листики нет. Видимо, сил не хватает. Да, пока ваша детка не нарастит какое-то нужное для нее количество корней, она, к сожалению, листики не будет растить. Но если вы начнете детку поливать удобрениями, а особенно те удобрения, которые содержат азот, фосфор для роста корней, это просто замечательно. Корни растут от фосфора великолепно. Не надо ее сейчас ничем стимулировать, не надо ей давать каких-то препаратов. Поливайте сейчас свою детку удобрением с равноценным количеством азота, фосфора, калия, микроэлементов, когда она наберет все то, что ей нужно для роста листиков, она обязательно пойдет растить и листики. Но детки – это очень длительный процесс. В природе детка дорастает до взрослого растения за 3-5 лет. Приготовьтесь ждать этого.
И не надо подгонять детку что-то делать сверх ее возможностей. Можете, конечно, стимулировать гормонами, но я не пользуюсь гормонами, поэтому подсказать по гормонам нет. Я люблю все по плану. Вот есть детка, должна она расти 3 года, пусть растет, зато вырастет здоровым растением без гормонов. Вот примерно такой же вопрос. Наталья Сергеева. Первый раз на срезанном пеньке появилась детка, но растет очень медленно. За 3 недели вырос ключик, не знаю, что такое ключик, примерно 1,5 сантиметра. Наверное, корешок. Скажите, надо ли удобрять пенек с деткой, поливая опрыскиванием? Если у детки, у пенька хорошие корни, то опрыскивание это мало. Я деток на пеньках показывала, и буквально в прошлом видео показывала пенек, там хотя и есть листик, но у меня есть пенек и без листика, да, растит листики и корни очень долго. Но корни есть вот у этого пенька и материнского растения, и я обязательно этот пенек поливаю с удобрениями. Редко, потому что листьев нет, влагу нечем испарять. Поэтому где-то полив раз в 3 недели. Но 1 раз поливаю с удобрениями, через 3 недели поливаю без удобрений. Конечно, это поможет детке не только нарастить листики, но и растить корни. Да, это очень медленный процесс, очень длительный. Ну что ж, так орхидеи растут. Поливайте с удобрением, это им обязательно поможет. На сегодня все вопросы. Жду ваших новых вопросов и до новых встреч. Увидимся на канале.